Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, система непрерывного управления. В данной теме я рассказываю о том, каким образом любое управление сделать фактически непрерывным. То есть, если вы, например, имеете какие-то перерывы в управлении, в действии, то в данной теме я показываю, каким образом, по аналогии с тем, как делает Бог, управление делать не просто непрерывно, например, в плане цели управления, но и в плане макроспасения. В данном случае, прежде всего, следует рассмотреть пространство-время, которое находится от вас как в удаленном уровне, предположим, действия, да, то есть время как некая информационная среда, как оптика управления, и при этом вы управляете приближенным состоянием духа. То есть объединение духовного, да, уровня и уровня внешнего дает формирование пространства. Внешнее время и пространство вашего духа создает непрерывность. То есть духовная структура, фактически как бы смешанная с понятием времени в информации, значит, создает как раз-таки пространство, где время имеет, так скажем, духовную основу, в логике понимания. Тогда получается, что дух, который, вообще говоря, непрерывно действует, независимо от того, что вы делаете, спите или вы, например, решаете какую-то проблему, и дух – это все-таки уровень полной свободы личности, например, в бесконечном удалении. И в технологиях вечного развития здесь получается, что из-за того, что вечный свободный дух одновременно решает много вопросов, кроме того вопроса, который сейчас, да, решается, то по системе всеобщих связей, где каждый элемент присутствует в любом другом, ясно, что вы управляете непрерывно тогда, когда объединяете дух, время и пространство, уже воспроизведенное из духа и времени. Тогда получается, что ваша душа присутствует в действии Бога, как в бесконечном удалении, так и в максимально приближенном уровне к вам. То есть ваше физическое тело, например, да, когда вы совершаете какие-то, например, действия, любые причем, да, на физическом уровне, и данные действия таковы, что вы осознаете духовный статус тела в виде, например, свечения, идущего от тела, свечения духа. Например, как посмотреть на руку и видеть, что есть свечение духа. Для этого нужно сделать так, чтобы время вашей концентрации, да, было, например, существенно меньше, чем, предположим, излучение именно оптики духа из вашей руки, например. Да, тогда получается, что вы сможете диагностировать, что в данный момент вы больше работаете, например, духовной фазой управления. Если вам нужно, например, работать душой, то в принципе ничего сложного нет. Вы просто вытягиваете уже структуру управления душой как просто другую оптику души. То есть душа сама работает. Вот здесь нужно увидеть, что именно душа работает сама, непрерывно работает. Да? Вот уровень непрерывности – это и есть выдвижение другой фазы управления, управление душой. То есть понятие непрерывности – это еще и смена управления. Потому что, вообще говоря, когда человек, например, просто не концентрируясь, совершать какие-то обыденные, любые поступки, значит, то получается, что он в любом случае как-то управляет. Вот именно созидательный уровень, конечно, когда проявлен поступков, здесь видно, то есть когда сами поступки, в данном случае я говорю любые, но в большей степени, если рассмотреть именно, скажем, макросозидательные поступки, то получается, что здесь совершенно четко видно, что происходит постоянная, детерминированная причинно-следственная смена оптических состояний вокруг человека. То есть дух, душа, сознание, элемент сознания, физическое тело. Тогда видно, что в какой-то момент физическое тело является абсолютным кодексом управления, причем непрерывным. Ведь тело, если мы рассматриваем просто взором, проводим по физическому телу, то мы видим ощущение непрерывности как фактологическое данное. То есть Бог реализовал здесь и показал, что есть непрерывность восприятия своего тела. И получается, что этот уровень восприятия, он показывает то, что если мы смотрим на физическое тело, да, предположим, или мысленно его просматриваем по линии кожи в любом месте, то мы двигаемся так, как
Бог, вообще говоря, создавал в том числе тело. То есть Бог ведь имел такую возможность создать тело, например, там, линейным движением. Просто взять и как вот, скажем, уровень некой там скульптуры, да, для Бога, ну, информационно имеется в виду. Значит, вот именно на таком уровне рассмотреть, уровень как бы даже какого-то такого скульптурного кодекса, что ли, создания тела. Например, Бог посмотрел на поверхность, предположим, там, воздуха, провел там мысленным уровнем, значит, именно так, как создан человек, и получился человек. Да? То есть, исходя из этого, получается, что вот понятие непрерывности в действии тела человека, где именно тело — это есть абсолютное непрерывное управление, заключается как раз-таки в том, что, коли уж Бог соприкоснулся, да, с телом в момент его создания, значит, обратная величина, идущая к Богу, вот эта система связи, это же, значит, бесконечный, имеет и непрерывный уровень. То есть человек в самой сути своего создания, из-за того, что он создан именно бесконечным уровнем Бога, да, его бесконечной мыслью, например, Бог может создать душой, духом, сознанием человека, мыслью, вообще говоря, любым уровнем своей личности. И получается, что здесь именно личность Бога пересекается, как бы углубляется в личность человека, там, где личность Бога в совокупности, так скажем, создала личность человека. То есть на личностном уровне люди равны, так же, как и на личностном уровне Бог равен, например, человеку. Личность — это и есть личность, то есть это выражение как бы абсолютного уровня управления с точки зрения там макросвязи или там внутренних связей. И получается, что исходя из этого, коли уж есть уровень равенства, то есть и уровень соответствующей вечности. Когда внешний план или внешний уровень управления это есть вечная величина, то фиксированная система — это непрерывная величина. Тело — это есть непрерывная система управления, которая, вообще говоря, постоянно генерирует как бы во внешнюю среду организацию внешних, внутренних связей. И вот чтобы сделать так, чтобы дух человека, например, душа человека, сознание человека или там вообще какое-то действие человека, предположим, целевое управление. Вы делаете управление, оптическое в том числе, для того, чтобы был уровень решения какого-то вопроса. И вы, когда это действие тоже делать непрерывным, да, для всей информации, здесь нужно увидеть, как четко вот, в теле или благодаря телу человека разделяется на информации, так скажем, на уровне управления душа, дух, сознание. Вот, и здесь вот есть такой, ну, я ввел уровень как благодаря телу, да, потому что если, например, физическое тело человека, ну, скажем так, до элемента всеобщего создания, да, например, всех физических тел, когда, ну, предположим, если предположить, существовал какой-то предварительный момент, то получается, что душа, дух человека и вообще все, что относится к личности человека, эти элементы выражения человека, они бы не были, ну, как бы локально спроецированы, да? В случае тела все эти элементы именно спроецированы локально. Но здесь я как раз-таки, ну, постарался чисто теоретически показать, что, возможно, существовала точка, где еще, например, тел, да, людей не было, и Бог только там думал, что вот нужно их, например, там создать. Так вот, здесь очень четко определяется область, что на самом деле существование тела сейчас фактически таким образом распределяет информацию вокруг следующего события, что для следующего события тело существовало всегда. Потому что за счет связей, значит, ну, например, там, удаленного в прошлое какого-то сегмента информации со всем бесконечным будущим, мы имеем вот как бы проекцию с точки зрения как бы системного, что ли, уровня видения Бога. Если Бог один раз проявил системность по отношению к себе, то есть создал бесконечное пространство-время и вечное, да, свое физическое тело, то, значит, естественно, он таким элементом коснулся всех объектов реальности. И в том числе физического тела человека, причем в точке, где тело, в принципе, еще как бы не было создано с точки зрения внешнего наблюдателя. Потому что
взор Бога касается, и его действия касается всегда всех элементов реальности. А тогда получается, раз так, то значит он этим взором привносит туда физическое тело, да, в ту реальность, куда он касается. То есть куда прикоснулся ли, с чем соприкасается действие или взор Бога, там всегда есть все. Также и устроен внутренний мир человека, то есть во внутреннем мире всегда есть все, то есть человек может обратиться к себе на определенном чувственном уровне, и здесь получается, что вот раз есть все, значит есть все системы событий. И вот именно разворот этих систем событий, это есть уже внутреннее самопостроение человека, причем непрерывное. И отсюда видно, почему человек как бы вот постоянно излучает систему управления именно в непрерывном плане. Но когда мы говорим просто об неком автономном излучении таких систем из человека, то, скажем, вот для того, чтобы осуществить внешний контроль за событиями, да, такого управления, то рассмотрим такой простой пример, что человек там работает длительное время, потом он, возможно, например, отдыхает, потом опять работает. Так вот, когда период отдыха, то, например, в большей степени с точки зрения внешнего наблюдателя проявлена работа души человека. Потому что душа — это статика, да, и покой. Но вот если действие активное, то это больше как бы считается логически духовная работа. Получается, что вот сознание работает примерно одинаково всегда. Что в состоянии покоя, что в состоянии действия. И вот если эту величину сознания понять по совокупности, так как Бог делает физическое тело в том уровне, где как бы существует логически точка до создания человека, также и фракция сознания, которая действующая, создает действие в структуре покоя. То есть сознание — это есть уровень некой уравненности в действии. И получается, что мы получаем то, что вот сознание — это есть, в общем-то, всеобщее равномерное распределение постоянного действия. Вот если мы захотим пощупать как бы материю сознания в плане не только оптики, а сознания, например, сути, в плане, например, бесконечного развития, то получается, что это есть система неких мер, уравнивания с организацией связи и так далее. То есть сознание, получается, работает по каким-то причинам само по себе где-то. В принципе, по каким причинам уже понятно. Это система распределения взаимодействия души и духа вот в данном контексте управления. И когда вы начинаете, именно этот как бы фокус, да, сознания, ведь в оптике, в зависимости от фокуса, меняется и структура управления, и структура реальности. Так вот, в этом фокусе, где сознание имеет такую функцию, мы видим, что пересечение, например, с точки зрения сознания, духа и души, это очень классически выраженный, например, четкий, в том числе геометрический процесс. Если посмотреть, как это происходит вот, на уровне визуализации, с чем-то сравнить, то это похоже, что душа — это система неких сот, да, а дух — это то, что привносит структуру внешнего управления. То есть в эти соты погружается некая информация. Да? Так вот, скажем, сотовый признак души или матричный признак души. Чтобы понять, где матрица, надо спуститься дальше, а вот как сотовый признак, это уже проще, аналогии есть, например, в природе, там, среди пчел, да, и так далее. И тогда получается, что именно в среде пчел, в их системе жизненного развития, жизнеобмена даже, у пчел существует уровень перевода оптической фракции жизни, когда они находятся рядом, то есть летят рядом. То есть вот если посмотреть на уровне, скажем, управляющего яснознания или ясновидения, управляющего духовного видения, то видно, что взаимодействие происходит путем переброса элементов как бы жизнеобеспечения, но без уменьшения в теле пчелы некой энергии, например. И вот этот уровень больше как бы соответствует как уровень знаний, как траектория полета, геометрическая ориентация, да, в пространстве времени у пчелы. Также и физическое тело по аналогии, если рассмотреть уже через структуру как бы внешнего мира, то есть есть же такой термин, да, например, трудится как пчела, то есть у них есть некая резервная система, да, с точки зрения внешнего наблюдателя, которая позволяет им постоянно работать.
Так вот, здесь, если мы аналогию уже возьмем отсюда, где проявленность Бога дана в действии, например, там, насекомого, да, то получается, что ведь человек, он может иметь свойство во фракции сознания, значит, такое, что он может адаптированно воспринять любую информацию. То есть есть такое свойство. Давайте спроецируем на элемент сознания, который, в принципе, присутствует в самой пчеле. Лучше мы выдвинем как некую плоскость в виде какого-то модельного уровня и получим информацию. Так вот, получение информации фактически говорит о том, что человек уже может делать, ну, там, подобно, да, скажем, с точки зрения ресурсов, обмена, с точки зрения там, резервного уровня развития. И получается, что когда вы смотрите на управление, ну, как бы, вдали от себя, вот, например, что есть горизонт с точки зрения зрения, можно физически рассмотреть некий дальнейший объект, но можно же предположить, что дальше есть что-то следующее, ну, мысленно предположить, то есть поставить мысль, проще говоря. Берете в оптике, ставите дальше мысль, и горизонт удлиняется на уровне вашего мышления. То есть механическая величина, часть вы видите зрением физическим, а часть вы, ну, как бы догадываетесь или предполагаете, делаете мысль. Если ясновидение применяете, то вообще знаете, что там реально. Но все равно это в общем-то, обычная оптическая сфера, без разницы. То есть взаимодействие человека на уровне зрительных даже образов мышления с внешним пространством или временем осуществляется все-таки часто по простому оптическому принципу. И вот отсюда, если идти в структуру, где вы предполагаете, что там дальше, да, или там ясновидением смотрите, неким управляющим ясновидением или просто духовным зрением, в понятие управляющего ясновидения в большей степени я вкладываю структуру воззрения духа, то есть дух знающий, дух там, да, воспринимающий. И вот когда из того уровня вы на себя начинаете смотреть в текущем времени, вот здесь вы уже приходите к тому, что есть действительно системно непрерывный уровень управления, который заключается в том, что ваше тело взаимодействует следующим образом, как передает сигнал как бы, во внешнее пространство и получает адекватный сигнал из пространства вне уровня управления, но контролируемый в данном случае сигнал, потому что, как я сказал, достаточно за горизонт выставить мыслеформу, и вы контролируете с помощью своей же мысли себя, получается. Да? Не обязательно смотреть физическим зрением, можно просто представить некий элемент. А если это область управления, то есть событийная область, а что за областью находится, это есть тоже ваше управление, если вы туда добавляете как бы знания о сегменте управления. И вот чтобы сделать пространство управления непрерывным, нужно просто-навсего за целью управления ставить как бы сферу внешнего контроля фактически, то есть сферу внешнего наблюдения, и этого будет достаточно часто, чтобы создать именно непрерывный фон, по крайней мере, управления. То есть если есть две величины в оптике, то они обладают свойством взаимоотражения, и вы поставили две сферы управления, вы же можете их обратно как бы не отменять, они постоянно взаимодействуют. И что бы вы ни хотели, они постоянно производят какую-то работу. То есть некий, скажем так, вечный такой там волчок, да, который генерирует постоянно свечение. Так вот, почему эти серые, как бы такие серые иногда тона, вот восприятие этих сфер, они возникают, и они, кстати, постепенно начинают рассеиваться, превращаться в такой серебристый цвет, потому что, значит, если посмотреть со стороны как бы вот именно серых оттенков, то это определенный фокус. Но можно смотреть сразу со стороны этих именно серебристых сфер. Тогда получается, что то есть это будет просто точка зрения чуть повыше, геометрически причем выше. Если взять, цвет меняется. И видно, как серый уровень переходит там в светлый. И при этом, если вы долго не обращаете внимания, как бы ваша мысль, она уходит в некое пространство, где, значит, уже вот эти сферы могут не визуализироваться. То есть, ну, зачем они вам, да? Вы их поставили, они стоят. Но вы где-то помните, что это существует. Так вот, вот эта структура, конкретно я привел структуру создания сердца сейчас человека через непрерывное действие, потому что именно в сердце закладывается информация, как бы выведение структуры, как бы в структуру прошлых событий и система расформирования образа. Ведь у человека все происходит не просто там, человек что-то забыл,
работает система именно расформирования образа, воспринятого ранее, да, если подходить с точки зрения системности, опять же. Значит, человек, кроме того, что он воспринимает, управляет, он еще воспринятый должен расформировать и куда-то еще положить, рассредоточить. Так вот, когда мы рассматриваем вот этот процесс, то в этом процессе вообще все непрерывно. Это и так ясно. Потому что образы те или иные всегда приходят, там, во сне даже, да, или человек может продумать, как он утром пойдет на работу, но он же себя уже как бы продумал, да, вперед продумал, он затронул свою область информации. И во сне, или там, как бы там ни было, в любом состоянии, там, бодрствования, он вот именно расформировывает все-таки более ранние какие-то события в плане просто восприятия. Но ведь, чтобы расформировать событие, например, да, в плане прошлых каких-то элементов, нужно же еще уметь не затронуть будущее событие, то есть не в области этого управления нужно делать, а в области как раз-таки, ну, как бы целевого управления, да, именно импульсного, а в области как раз-таки как бы периферийного управления, где расформирование — это и специальное управление, конечно, специальная задача, и она не затрагивает структуру будущих событий, потому что если мы имеем, например, ну, там, такую систему, как воскрешение людей, то получается, что здесь управление прошлого постоянно влияет на структуру будущего. И если мы работаем в этой системе, то мы видим, что здесь принципиальная разница, как расформировался образ здесь, или там образ какого-то, ну, второстепенного события. Там, например, человек пошел в магазин, что-то себе купил. Вот. И он должен, так же делает и Бог, он постоянно расформировывает и организовывает. И при этом он делает макросознательно, всегда существует жизнь. То есть для Бога понятие, например, там, смерти какого-то биологического уровня выводится в определенном пространстве за пределы управления. То есть уровень, например, того управления, где есть только жизнь, у Бога тоже существует. И это, вообще говоря, изначально первичный уровень. И получается, что в этом уровне всегда есть жизнь. И вот когда вы смотрите, ну, начинаете вот понимать эту систему, может быть, так скажем, в несколько упрощенном варианте, то сравнивая принципы как бы расформирования воспринятых образов, значит, ну, какие-то на фундаментальном уровне находятся образы, какие-то на уровне периферического управления, так в иерархии управления, да, то видно, что на определенном уровне есть равный статус любого образа. И вот из-за того, что он существует, расформирование происходит как бы само по себе и постоянно, причем расформированные блоки, как бы, да, элементы информации, они конкретно видно, куда перемещаются. Например, я там вспоминаю, значит, в первом классе, какая у меня была тетрадь, да, там, например, там, конкретно в какой-то день, значит, предположим, в первый месяц занятия или полтора. Тогда я эту вижу четкость тетрадь, но я могу там, например, сейчас взять и рассмотреть там, например, там, духовным видением. Это будет то же самое, как будто я посмотрел сейчас, да, это получается прямое управление, что ли, что посмотреть там в будущее, что в прошлое. Но ведь эта тетрадь, вот зачем она мне сейчас? Что в ней, да, мне, например, нужно? Ну, я могу там открыть какую-то страницу, посмотреть. Так вот, мне нужен этот образ для дальнейшего действия, значит, ну, куда-то переместить. И, кстати говоря, чисто физическое действие было, как-то у меня набралось очень много тетрадей, в классе в 9, а там сохранялись еще за более раннее время тетради. Я вот, значит, их взял там за какие-то первые там еще классы. И, в общем, достаточно долго анализировал как-то, вот я помню, ну, там, по крайней мере, несколько минут думаю, все-таки что же с ними лучше сделать, значит, ну, физически, либо там просто выбросить, либо все-таки свернуть, например, там в пачку и куда-то отнести. Но я все-таки их свернул и отнес на крышу. Значит, то есть смысл, ну, я просто привел какое-то практическое действие, но здесь вот реальность, да, действия некого пересекается с тем, что как только мы аккумулируем образ в более плотный, ну, то есть более большой уровень системной информации, то мы решаем вопрос присутствия. Ну, я там физически взял тетрадь, положил в некую стопку и отнес там на крышу, да.
То же самое можно сделать, и так и получается в информации, кстати, один к одному буквально. В случае именно расформирования, то есть образ начинает выводиться в фазу более общих систем, а в конечном итоге он выводится в фазу коллективного сознания. И концентрация коллективного сознания в прошлом возрастает. Это понятно, чем больше цивилизация развивается, тем больше, значит, мы имеем концентрацию прошлых событий. Это приводит к тому, что мы находим, ну, как бы причинно-следственно находим как бы какие-то элементы, да, будущего, какие-то новые технологии, а реально просто концентрированное прошлое, ну, это один из механизмов реально, то есть это можно видеть так, что, значит, один из уровней более плотного состояния вещества, то есть концентрация прошлых событий, значит, просто как бы продавливает структуру будущих событий, и создается ощущение, что, значит, ну, некое открытие там создано причинно-следственным трудом. Хотя, предположим, ясно, что причинно-следственным трудом созданы основные элементы там каких-то физических конструкций, зданий, машин и так далее. Но, тем не менее, для Бога каждое событие равнозначно. Получается, вот именно системный уровень управления, да, непрерывность управления в том, что прошлое, как бы, ну, загибаясь, что ли, в виде некой, похожей на ДНК системы, начинает как бы воздействовать путем более плотной концентрации на будущее событие, и из-за взаимодействия с более разреженной информацией как бы системой будущего, потому что, ну, посмотреть на будущее событие, там же, значит, вот эта вот платформа, она же базируется во многом на структуре информации прошлого. Это видно просто как некое поле, и это поле, если на него как бы спуститься, вполне видно, что это событие прошлого. То есть с этой точки зрения непрерывного управления, именно взаимодействие, непрерывное взаимодействие прошлого и будущего дает как раз генерацию некой идеи. То есть мы приходим к понятию того, вот, каким образом можно выработать именно творческий процесс. Нужно вот эти загибы как бы информации коллективного сознания, причем той информации, которая относится к прошлому, контролировать, где идет пересечение как бы, ну, большей удельной плотности вот этой оптики прошлого с более разреженной оптикой приближенного будущего. А чем дальше в будущее, тем оптика становится более плотной, а в бесконечном будущем она сверхплотная. То есть тогда получается в каждой фракции, значит, ну, будущего просто по элементарной какой-то там школьной, что ли, системе множеств, самой такой начальной, ясно, что логически это так. Чем дальше, тем больше структура прошлого там находится, да, в информации. Но вот именно переход, так называемое стирание образа ненужного, так называемого, да, как казалось бы, именно задача выделения следующих событий, там, где есть творчество, там есть и непрерывность в данном случае. И вот выделение творческого потенциала, да, творческих мыслей, следующие технологии какой-то, например, макроспасения, это есть как раз-таки умение соединить вектор прошлого с будущим, чтобы они были сонаправлены, эти вектора. То есть умение преобразовать структуру прошлого в полезный опыт, да, фактически. Ведь если мы из прошлого можем почерпнуть некий полезный опыт, то именно сонаправленность этих векторов приносит там большую пользу, больший творческий процесс может у человека развиться. Так вот, максимальное творчество, где душа, ну, говорят, там, например, душа поет, да, дух имеет некую творческую реализацию или творческую основу, там как раз происходит непрерывное действие, опять же, но уже в конечном импульсе. То есть при этом некое открытие, некий творческий посыл, некая правильная мысль, точная мысль, да, которая приводит к полной реализации. Это и есть тот уровень соединения фактически творчества, то есть единый миг создает фактически, ну, в общем-то, бесконечную непрерывность с точки зрения восприятия человека. То есть в этот момент вот переход на уровне, значит, восприятия сердцем человека, этой оптики, он такой, что человек воспринимает именно бесконечную линию, ну, своим органом, одним, который имеет конкретную форму. И здесь очень четко видно, что можно увидеть, как вообще орган организовывается, его, например, там, ну, оздоровить за счет того, что вот этот уровень творческого свечения
рассмотреть так, что вы увидите непрерывную фазу этого действия. Но вот непрерывность — это же и есть бесконечность, это же и есть вечное развитие. Фактически это одна из технологий вечности, где наблюдение за непрерывными процессами приводит к тому, что оптика вот этого непрерывного света светит на вас, вы же наблюдаете как бы вроде даже просто за собой, и действительно в основном за собой, и получаете из самонаблюдения вот этот непрерывный источник жизни фактически, да, некой там энергии, а по сути очень приближенный к знаниям Бога уровень, по сути. Значит, и когда вы начинаете эти знания дифференцировать, например, там, почему Богу не взять, там, расписать на той же тетрадке по-быстрому, и все, и вам ничего делать не надо. Но здесь вопрос в том, что, пожалуйста, если для вечного развития, там, спасения цивилизации, взаимопомощи действительно ничего в этот момент не надо делать, то так и получается, да, некий процесс материализации. Но если интересы хотя бы одного не соответствуют этому процессу, вам придется делать так, как делают все. И вот эта вот разница между тем, что делается индивидуально, да, или делается так, как делают все, создает тоже элемент непрерывности. Все развитие, например, по вертикали, горизонтально устроено на непрерывном действии. Вот, например, если вдуматься в то, что есть, например, там территории, где проживают люди, они как-то связаны, реки, моря, то есть начинают расширять какой-то географический статус восприятия, то вот эта линия расширения имеет в своей основе непрерывность. Чтобы вообще вот взять и воспринять, например, там Землю в расширении, да, просто какой-то регион. Надо же на чем-то подвинуться как бы в управлении, да, к этой, скажем, Земле, постараться Землю рассмотреть, например, со всех сторон или выделить сегмент. Это же действие на чем-то базируется и как-то происходит. И вот здесь вот основным элементом является непрерывность. Вот заметьте, что любой элемент реальности воспринимается непрерывно. Если бы он бы воспринимался бы дискретно, это, во-первых, были бы сложности, и такие могут быть, если, например, делать рывковые движения, да, делать специально, переводить управление с одного уровня на другой. Не то что сложность, но как бы вам придется брать, информация идет дискретно, импульсно, хотя она идет сразу, но вы, например, вот именно элемента непрерывности вот в полной мере здесь не выявляете в действии. Так вот, когда вы выявляете непрерывность, то возникает очень мягкая, мощная волна управления. И вот это вот именно волновой принцип управления, волна как элемент непрерывного действия. Вы ощущаете эту волну, идет, например, там управление этой данной волной, которую вы выявили в данной технологии, и это управление достаточно мягко. Но можно, конечно, управлять дискретно, то есть вот этими сверкающими элементами света, где заложены именно все события. Но тогда это есть то, что находится в центре, вообще говоря, волны непрерывного действия. То есть дискретное действие всегда находится в центре массивного или как бы, более непрерывного действия. Вот здесь возникает взаимодействие, что там разрывная система, непрерывная система, или там точечная система, непрерывная, всегда идут во взаимодействии. И любая, понятно, что как бы непрерывная система состоит из ряда точек единичного действия с точки зрения внешнего наблюдателя. И вот здесь достаточно войти в эту систему, знаете, вот как такое, в общем-то, управление сравним с тем, что это все равно, что как некое домино, которое находится вот в таком взвешенном состоянии. Вот если его коснуться, он начинает там расформироваться. Так вот, образ расформировывается таким образом, когда ваше присутствие не влияет на образ. То есть вы входите в эту там комнату, да, с этими, элементами домино, но вы, образно говоря, не трогаете эти элементы, и вы действуете так, как действует Бог, потому что Бог же, Он может пройти через любую систему, не затронув, да, систему, хотя Он предварительно сам же создал эти системы, и те, и другие. Так вот, элемент познания, Бог создал домино, воздух там, да, сам же, например, прошел своим мысленным взором или там реально. Получается, везде присутствует Он. Тогда, с точки зрения Бога, где вот его, например, самовосприятие получается?
Так вот, самовосприятие именно в непрерывности этих процессов самовоззрения. Бог может воспринимать как угодно. То есть макросознательным образом, где образы имеют многомерный, голографический или там любой для Бога созидательный характер и для всех. Разница только в том, что он делает всегда созидательно для всех, там, да, для себя, значит, в том числе тоже должен делать. И когда, например, вы видите вот именно статус, что вот эти вот элементы связи, они получаются на непрерывности восприятия, то ясно, что все элементы, выраженные и в физическом, там, материальном, и в духовном мире, они имеют именно в основе структуру вечного развития. То есть вечность фактически как бы приложена к любому элементу взаимодействия. Взять там две молекулы, два здания, два кирпича, там, или два человека пожали друг другу руки, или сказали там какие-то добрые слова, или просто сказали здравствуйте друг другу. Здесь уже возникает элемент именно вечности, то есть непрерывности в самой конструкции данного взаимодействия. А фактически, опять же, это элементы вечности. Как только люди научатся выделять эти структуры в разговоре даже, а это элементарно, надо просто высветить оптику управления, там, пройтись по событиям, помочь человеку, да, если это нужно, конечно, и ну, по крайней мере, макроспасти, да, всех, включая этого человека, тогда получается, что получается, соответственно, адекватное действие, а это все равно уже второе действие другого человека или там другого уровня управления, и получается, что вот сама непрерывность это есть, ну, в общем-то, такая ситуация, что по сути присутствует в любом уровне управления, причем достаточно явно. То есть, чтобы сделать управление непрерывным, как я сказал, там, ну и кроме всего того, что я сказал, существует масса других методик, но тем не менее, как вот я сказал, в плане том, чтобы вот найти вам, предположим, другие методики, да, вам нужно создать некий переход, ну, некую платформу. Но платформа тоже должна быть непрерывной. Вы же не должны идти там, как бы, в ямы какие-то там срываться. Поэтому получается, что опять непрерывность. Непрерывность это не обязательно только там, постоянная непрерывность по времени, да, или там в пространстве. Это бывает, что достаточно одного мостика, но главное, чтобы он тоже был непрерывный. Понятие непрерывности в управлении – это построение данного мостика, правильное, точное построение. И здесь получается, что именно в системе непрерывного управления важным элементом является ваше собственное личное постоянное знание. Как только вы знание сделаете постоянным по свойствам, по направленности, и вы будете знать, что именно вот ощущение постоянства знания, да, или понятие точности получения информации, как бы некого такого внешнего знания. Когда вы до этого уровня управления доходите, то получается, что вы имеете следующее, что вот нам восстановить там, здоровье, да, как-то оздоровить, даже если вы вообще здоровы там, на миллион лет вперед, например, да, но умение, значит, сделать соответствующее Богу действие, когда вы, например, начинаете видеть, что эти системы работают вообще-то на вас конкретно, то есть начинаете заниматься собой, то вы видите, вот в чем преимущество все-таки системы непрерывного управления. Вы, по крайней мере, можете собой позаниматься заодно. И когда вы начинаете, предположим, данной технологией работать, то значит, система действия, направленная, например, на решение какого-то события, она все время как бы греет, ну, одним из уровней взаимодействия от события к вам, все время решает ваш вопрос, ну, как бы греет вашу область, да, взаимодействует с вашей областью в плане решения, то есть с приближенной областью. А с одной стороны вы решаете какие-то отдаленные вопросы, ставить цель управления, если это оптический метод, можно на уровне души, духа, сознания, это все равно есть некая визуализация, концентрация информации. И получается, что вы, ну, с точки зрения сознания, там могут быть разные системы восприятия. Я говорю на уровне восприятия, естественно, от уровня, например, да, сознания с точки зрения там единой личности. И мне достаточно понятно, я могу взять, перевести фракцию сознания в уровень, например, некий отдаленный, а могу эту фракцию сознания приблизить. И получится, что мое сознание, ну, вообще любого человека, может работать как элемент управления, ну, который причем срабатывает всегда. Стоит только именно выделить фракцию сознания. Также Бог
который выделил там у себя структуру души, например, да, духа и сознания, чтобы передать данные знания людям, он, естественно, создал элемент непрерывности. То есть непрерывность вот в мире – это система передачи реальных или там точных знаний. Ну и, как правило, многие там процессы же, как, там, например, там, проверка временем, да, такие термины существуют и так далее. Ну, в принципе, даже любой механизм даже там тестируется, юстируется тоже по времени. С точки зрения, возможно, ну там локально, как бы непрерывного уровня развития, локально непрерывный, то есть уровень, как бы тот, который соответствует функции объекта, некого прибора даже и так далее. Так вот, когда я показал, что непрерывность присутствует во многих элементах как система управления, ну, безусловная, в общем-то, то можно выделить структуру непрерывности буквально как некий пласт, как некий слой информации. И вот заворачивать как бы в эти этикетки, да, так скажем, те конфеты, которые должны быть очень сладкими или очень нужными. Для этого, значит, нужно просто-навсего, ну, во-первых, продифференцировать, как этот пласт непрерывности в оптике вытащить, то есть не создавать динамическую систему, ну, которая может быть создана, но для этого нужно делать постоянное управление, а просто вывести непрерывность в статику, сказать, да, вот этот конкретный пласт, это есть непрерывное управление. Такая информация. Тогда мы можем этот пласт выделить, взять, значит, какую-то, ну, я говорю, конфетку, да, некое событие, положить и завернуть в непрерывную систему. И все. В непрерывной фазе событие все равно решится в лучшую для вас сторону. Потому что непрерывное количество действий, да, вы применяете. Главное уметь оформить. И получается, что когда вы эту технологию начинаете развивать, то вам становится достаточно понятно, что, значит, понятие непрерывности вот в информации, там, вообще в системе управления, это не просто очень полезно, это часто бывает, что единственное необходимое, что ли, действие во многих, причем, кстати, случаях, ну, может быть, несколько специальных, но во многих. Например, там, на физическом уровне картина обычная, там спутник летит в какую-то отдаленную систему, там, планетарную. Он должен иметь какой-то ресурс, значит, чтобы долететь, да? И тогда получается, что вот понятие именно непрерывности действий соответствует тому, что это некая система, которая все время обеспечивает ресурс, да? То есть вы за счет того, что есть непрерывная система связи, непрерывная система каких-то видоизменений в мире, да? Это все проявлено часто в виде конкретной локальной системы, и причем такой, которую воспринимает только дух, ваш личный дух. То есть как, например, идентифицировать личность, ну, в плане, что ли, духовного, да, свойства. Для этого нужно просто-навсего рассмотреть, где дух человека воспринимает весь мир и его лично. Вот чтобы понять, как вообще данная личность сейчас выглядит на информации и где восприятие духовный статус личности. Тогда весь мир и человек воспринимает одновременно мир и человек, то есть действует как бы одновременно, да, непрерывно, то есть постоянно меняет систему связи. И получается вот невыявленный образ фактически, то есть здесь не надо ничего выявлять, это и так ясно, да. Вот и так ясно, это очень мощный уровень знания. Вот, например, вообще чем человек воспринимает, как он понимает, что ему ясно что-то или там не ясно, например. Вот если вдуматься в этот вопрос и постараться понять, какие механизмы при этом срабатывают вот именно в оптике, что ли, восприятия, в душе. Почему именно человек знает, что ему там все понятно. Например, значит, если есть управляющие там ясновидение, духовное видение, то и получается у человека всегда все понятно. То есть понятие неясно не существует. Ну, так или иначе он воспринимает какой-то объект информации, начинает его так или иначе как бы рассматривать. И получается, что вот именно непрерывность в управлении – это есть то действие, которое гарантирует вот, да, человеку вечную жизнь именно во взаимодействии со всеми системами. То есть не просто некое локальное действие, но именно взаимодействие. Там возникает множество различных методик. Ну, например, можно одно непрерывное действие, да, связать с другим. Получится структура бесконечности, ну, которая тоже как бы непрерывная величина, но она выглядит в виде формы.
например, бесконечное пространство. То есть, чтобы создать какой-то элемент реальности, пусть небольшой, там, материальный, нужно совместить непрерывные процессы. И получается какой-то там конечный продукт, да, материи. Ну, действительно, Бог единый, который непрерывный, создал материю таким образом, что Он создавал элементами бесконечными, вечными и непрерывными. Но вот, например, у Бога элемент вечности есть, а вот для человека сходная система – это непрерывность. То есть человек может работать на непрерывном уровне, он может показывать, что он может выделять эту фракцию, и по аналогии с Богом строить, получается, материю. То есть в данном случае непрерывность – это система создания событий в виде того уровня, что эти события строятся практически на материальном уровне. И в связи с этим получается, что вы имеете фактически свойства, да, значит, вашего организма, когда вы познаете какие-то знания, например, по моему учению, то вы не просто, например, там, берете какие-то знания, вы постоянно аккумулируете систему непрерывности в макроспасении. И зато отсюда ясно, что именно когда ставится действие макроспасения, оно будет обязательно осуществлено. То есть мир обязательно спасен, стоит только одному хотя бы человеку поставить такой вопрос, что мир надо спасти. Потому что взаимодействие непрерывной величины с некой статикой, да, это всегда система более лучшая, всегда здесь существует победа, и всегда именно макросозидательная победа существует. И здесь вот получается, что если мы, например, хотим сделать конкретное управление, зная механизмы непрерывности с точки зрения там, принципов, там, каких-то критериев познания, то можно перейти к следующей фазе. Вот как сделать, чтобы объект управления был управляем, ну там излечение болезни или помощь, там, оздоровление некое, там, прям вот, если смотреть по органам или просто по человеку в целом, то нужно сделать импульс непрерывным. И действительно, если нет разрыва в импульсе, то вы получаете всю информацию об объекте информации и одновременно можете влиять на систему управления. Поэтому получается, что это еще и уровень некой конструкции, да, некого целевого действия, который в принципе можно создавать самостоятельно. То есть вы можете, скажем, сбросить управление там, в бесконечно удаленную точку и получить из этой точки, например, там, очень большую конструкцию информации, некие большие объемы информации. И вот когда вы видите, что это очень, в общем-то, такое прагматичное свойство управления, взять и из маленького уровня там, информацию получить очень конструированную систему. А для этого должны обеспечить, опять же, непрерывность действия. То есть маленький какой-то уровень забрасывается, как снежный ком обрастает плотностью, но при этом вот именно дорога значит, должна быть непрерывно ровной, то есть да, без ухаб, потому что если есть ухабы, тогда и в общем-то в полной мере нет непрерывности, то есть возникает дискретность на том или ином уровне. И вот если мы посмотрим в душу человека, то как раз таки в душе человека дискретность не существует. С точки зрения именно вечного развития, там нет дискретности, там есть только тот уровень, что душа устроена так, что мы можем ее рассмотреть, значит, но при этом естественное состояние души – это непрерывное состояние восприятия, работы, действия. И мы приходим к тому, что вот именно понятие непрерывности, да, имеет много достаточно аспектов управления. Понятие непрерывности имеет разные свойства, методологические системы можно отсюда выделить. Главное, что нужно в это как бы состояние непрерывности, войти, суметь именно логически, духовно осмыслить. И в этом состоянии, когда вы рассматриваете мир динамическим, то есть вы видите динамику, вы практически делаете очень мощное целевое управление только потому, что вы, во-первых, в состоянии этом находитесь, во-вторых, вы видите, что можно увеличивать систему познания достаточно быстро, накапливать, строить управление и так далее. То есть в результате сегодняшней лекции постарайтесь само состояние непрерывности значит, вывести как управляющее состояние. Вот именно
то, что вы находитесь в системе непрерывного управления, дает такое свечение, что вы обязательно достигаете цели управления. И постарайтесь это сделать также для макроспасения специально. Потому что ваше непрерывное действие, направленное на макроспасение, это очень мощный уровень помощи всем людям. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.